Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события произошли, чем же все-таки завершились переговоры Байдена и Путина и какие движения сейчас ожидать в преддверии заседания ФРС. Так, друзья, прежде чем перейти к самым животрепещущим темам, давайте мы немножко вернемся назад и посмотрим, что у нас все-таки было с утра. Так, вот смотрите, по Китаю на самом деле не зря падал китайский фондовый индекс, упали инвестиции в основной капитал, объем промышленного производства. Ну, казалось бы, 0,2%, но это по сравнению с прогнозом, с предыдущим-то значением целый процент. И плюс еще инфляция сырья, инфляция издержек, которая давит на маржинальность китайских производителей. Ну и не до конца ясная ситуация с отскоком по ковид во всем мире. Так, далее. Число выданных разрешений на строительство. Стоило американским фондам начать скупать во Флориде и других штатах жилую недвижимость для сдачи в аренду, сразу резко начало падать количество разрешений на строительство. Но на самом деле, казалось бы, и динамика не совсем здесь страшная, но есть один нюанс. И нюанс этот заключается в том, что достигнут пик, и после этого пика началось снижение. Но здесь как бы ряд факторов играет роль. С одной стороны, видимо, подорожавшие пиломатериалы, они мешают наращивать объемы строительства. С другой стороны, обычно такие явления, они происходят, когда рынок находится на максимуме. И, соответственно, спрос в ближайшее время, если даже не будет проседать, то начнет стагнировать. Так, все спрашивают, почему растет нефть. Ну, потому что очень большой дефицит спроса на нефть в Соединенных Штатах из-за начала автомобильного сезона. Там же падает заболеваемость ковид. Все американцы уже пересели в джипы и начали колесить по Америке. Из-за этого, соответственно, мы видим, несмотря на рост добычи нефти, запасы падают, соответственно, цена на нефть растут. Некоторые западные аналитики уже предсказывают движение на 100 долларов. Но такое возможно. Сначала нужно на 75,6 закрепиться, а там посмотрим, куда подует ветер. Потому что, когда начинается рост, все сразу начинают кричать о том, что все, мы улетаем, там 100, там 200, 300 и так далее. Но на самом деле дьявол кроется в мелочах. Поэтому здесь, с одной стороны, 94 это возможно, если будет закрепление на 75,6. Но насчет 100 и выше я бы пока таких прогнозов не делал. По крайней мере, если говорить о бренд. WTI это, конечно, оно чуть дешевле. Так, ну и ждем, что будет по поводу процентных ставок. Я предполагаю, что будет либо нейтральная, либо позитивная риторика. Ну, конечно, на фоне того, что покупай на ожиданиях, продавай на свершениях, может быть какой-то небольшой откат. Если Пауэлл не расскажет прекрасную сказку о том, что утопит и зальет всех в деньгах. Но, с другой стороны, я не думаю, что этот откат сейчас будет значительно существенный. Сейчас начнет прыгать золото, серебро. В момент объявления ставки роботы будут рубиться очень жестоко. Вот. Ну и вполне как бы естественно, если особых обещаний не прозвучит, то какой-то откат на рынке все-таки произойдет вниз. Так, ну вот Россия на пороге введения обязательной вакцинации. Пока здесь, я так понимаю, аккуратно прощупывается почва. 3 региона, определенные специальности. Но я думаю, в ближайшее время это будет расширяться. На самом деле, конечно, с одной стороны, вакцинирование это правильная вещь. С другой стороны, нюанс заключается в том, что вопрос, насколько это эффективно работает. Потому что появляются новые штаммы. И особо, скажем так, крепких результатов по поводу того, что бывает при взаимодействии вакцинированного, допустим, российскими вакцинами и новых штаммов, там из Англии, из ЮАР, там откуда они приходят, насколько я понимаю, на текущий момент их нету. И поэтому, например, я, скорее всего, буду вакцинироваться, но я это сделаю для того, чтобы не было никаких ограничений в части перемещения. Но опять же, я пока еще только думаю над этим вопросом. Так, ну вот нефтяным компаниям доплатят 350 миллиардов, чтобы остановить рост цен на бензин. Смотрите, интересная зависимость получается. Бензин и дизель, они растут всегда. Растет нефть, растут цены, падают цены на нефть. Все равно растет бензин и дизель. То есть здесь какой-то заколдованный круг получается.
Так, друзья, но сегодня произошло, в общем-то, знаковое событие, которое все давно ожидали, гадали, будет, не будет. Встреча американского и российского президента. Большинство аналитиков, политологов склоняются к тому, что, по сути, встреча прошла нейтрально. Я думаю, все-таки для России эта встреча – это позитив, потому что определенные договоренности, по крайней мере, по ядерному вооружению, они достигнуты. Некий баланс во взаимоотношениях все равно произошел, например, возвращение послов. Есть какие-то принципиальные моменты, с которыми каждая из сторон не хочет идти навстречу, ну такое всегда. И в любом случае, я думаю, то, что переговоры произошли, это позитив. И в ближайшее время российский рынок, возможно, это отыграет, если не вмешается один фактор, который пока не до конца прояснился. Но на самом деле здесь никаких там загадок нету. Здесь вопрос заключается только в одном. Как американский Конгресс отреагирует на эти переговоры. Одно дело сказал Конгресс, другое дело сказал президент. Потому что Конгресс может немножко по-другому себя повести и начать что-то клепать. Так, друзья, но я вот постил в Телеграм по поводу Газпром. 270 удержали, хвала небесному воинству. И теперь, как бы, если не будет повтора с пробитием, то только вверх. Сначала на 280 и далее по ступенькам. Так, друзья, ну вот сегодня только немножко ВТБ огорчил, потому что ВТБ ушел с 5 копеек. Это не очень хорошо. Это говорит о том, что сейчас может развиться дальнейшее движение, цель у которого будет вот сюда, вот 4,5. Есть еще, конечно, небольшой шанс, это удержание вот в этом коридоре, который сейчас здесь возник, судя по структуре сделок, которые происходят. Это 4,78, 4,88. Вот здесь, если он сейчас проторгуется, если не пробьет вот это донышко локальное, то он еще может отскочить и двинуться на 0,5. Но вероятность этого с каждой минутой тает. Чем дольше он движется вниз и пытается потестить вот это значение, тем меньше вероятность того, что произойдет отскок и возврат на 5 копеек с плюсом. Так, друзья, но индекс доллара сегодня подрос. Не хочет он падать, но на самом деле здесь все идет к ожиданию заседания ФРС и объявления результатов. Здесь вот у него есть сакральный уровень, это 90,7. Если этот уровень пробивается, то дальше движение может пойти очень быстро и очень сильно. Если он не пробивается, то все вот эти движения, их будут распродавать и стремиться его вернуть вот сюда, вот к этому значению, которое его давно ждет, это 89,98. Так, ну и вот в преддверии заседания ФРС ВИКС начал бодаться, пошел он наверх. Здесь критичный уровень это 18,4. Если пробой вот этого диапазона сегодня происходит, то тогда рынки, вероятно, уже завтра-послезавтра начнут проседать. Но опять же, пробой, то есть может быть короткое движение, но если не последует закрепление, то ничего страшного не произойдет. Так, друзья, далее крипта, кратенько, биткоин, часовой таймфрейм. Биткоин сейчас собирается сходить вот сюда, вот на 40 400. Опять же, здесь разворотная формация возникла, и эта разворотная формация, она удержится, то есть произойдет движение вот сюда, вот в том случае, если сейчас в течение там 1-3 часов не будет повтора с пробитием 38 350. Вот здесь у нее находится уровень, соответственно, пробитие которого его сразу отбросит вот в эту ложбинку, которая в районе 36 000, 35 700. Так, друзья, далее S&P 500, это SFD на фьючерс. Но здесь пытается начаться ужас-ужас, полный хаос в преддверии заседания, чтобы заставить доктора Пауэлла произнести заклинание и сказать, что я буду еще больше и больше скупать активы и печатать деньги. Это я шучу, конечно. Так, смотрите, вот здесь мы сейчас подходим к важному уровню локальному, который 4230, 4210. Вот этот диапазон, если мы его не пробиваем, остаемся в тех рамках, в которых сейчас находимся, это было бы очень хорошо. Тогда это означает, что сегодня вечером по факту заседания ФРС будет отскок, цель которого 4265. Если сейчас здесь возникает пробой, то у нас
по S&P цель движения будет возврат в район 4185, вот сюда, вот к этому значению. Так, друзья, далее золото. Часовой таймфрейм сразу ставлю. Ну, золото здесь набирается сил. Сейчас будет очень значительная волатильность. Если доктор Пауэлл не скажет ничего плохого, то сегодня вечером по факту объявления мы уйдем куда-то вот сюда, в район сначала 1877, а потом в район 1885. Вот куда-то сюда вот движение оно вполне может произойти. На объявлении ставки может быть короткий задерг вниз, если при этом не будет пробоя диапазона 1846-1842, все это движение будет откуплено и его затолкают наверх. Так, друзья, далее нефть. Ну, по нефти мы почти уже сделали цель 75,6, почти, но не совсем. Сейчас попытка скорректироваться, это часовой таймфрейм. Эта попытка, она, если сейчас все-таки будет пробитие 73-75, приведет к тому, что мы по нефти сходим вот сюда, вот в район 72,1, 72. Опять же, сейчас самый чувствительный уровень у нефти это 72. Если он не пробивается и там не происходит закрепление, то все это дело будет откупаться и будут ее гнать наверх. Первая цель 75,6. Дальше посмотрим, будет не будет она достигнута, будет ли на ней закрепление. Исходя из этого появится ясность, как сформируется следующее движение по нефти. Так, друзья, далее серебро, смотрите, 28,3 сегодня не сделали, но на самом деле еще и ставку не объявили. У серебра сейчас вот этот уровень рабочий 27,4 и, соответственно, совсем донышко, которое находится на 27,25. Если вот этот диапазон не пробивается, все вот эти самые развороты, они будут выкупаться и цель останется прежней 28,3 и потом после 28,3 открывается портал движения на 30. Если здесь все-таки будет откат с пробоем 27-25, то тогда как бы в ближайшее время роста не будет и серебро уходит консолидироваться в районе уровня 26,7-26,8. Но я думаю, все-таки оно здесь должно устоять. Мне так кажется. Вот по золоту у меня сейчас больше убежденность среднесрочно до конца дня и на завтрашний день золото выглядит более убедительно на рост. Так, друзья, вот мне еще написали, очень просили по Татнефти посмотреть 4-часовой, как по серебру оставляю. По Татнефти здесь картина следующая. Татнефть идет, у нее цель движения находится в районе 570-575. Это движение не происходит, если сейчас развивается коррекционный откат и пробой значения 530-525. Если этого пробоя не будет, ее будут тянуть наверх. Уровней у нее наверху полно. Так, друзья, далее евро-доллар. Евро-доллар сегодня хандрит слегонца. Но смотрите, здесь на самом деле в этом движении ничего страшного нету. Уровень 1,2088, он железный. Он либо не пробьется, и тогда мы увидим отсюда от текущих значений отскок. Цель этого отскока будет 21,83 для начала 85. Если все-таки этот уровень пробьется, тогда уже можно сказать, что по евро мы скорее всего развернулись и начнется плавное движение. Первая цель будет 1,2054. Но я сейчас на это ставку не делаю. Я думаю, более вероятно, что здесь будет либо продолжение консолидации, либо отсюда выход наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Сразу ставлю часовик, но здесь сами видите, какая прелесть. Сейчас 19.34, идет устойчивое движение. Цель этого движения пробить и закрепиться 72,1, 72,12. Вот. В каком случае этого не будет? Если сейчас возникает коррекционный откат и пробой уровня 71,6. Вероятность такая есть, но я думаю, она не очень большая, потому что встречу Байдена с Путиным отыграли, нефть немножко корректируется, и, соответственно, здесь все карты кладутся на стол с тем, чтобы сходить на этот уровень и попробовать закрепиться в районе 72-25, где-то вот сюда. Поэтому такое движение, я думаю, оно сейчас наиболее вероятно. Может быть, даже на 72-36. Вот. Но при такой нефти и более или менее урегулированности рисков геополитических, по крайней мере на текущий момент, не всех, но определенная стабилизация, она все-таки, я считаю, наступила.
то короткое движение может произойти сюда. Да, для рубля при такой нефти самое то на 70,5, а то и на 68 сходить. Но есть ряд моментов, которые этому будут препятствовать. Это геополитика и макроэкономика. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Обращаю внимание, что в скором времени экспирация происходит. Сейчас, сегодня достаточно такое бойкое движение были, все цели отработаны. И сейчас ему полагается сходить, потестить 166 500 и возможно даже попробовать пробить 166 тысяч. Пока 164 500 не взято. Вот это все консолидация на хаях. Будут его туда-сюда гонять. Но ничего такого существенного происходить не будет. Вот 164 и 500 если пойдет, тогда может произойти трэш. Так, друзья, далее ГМК, по нему масса вопросов. Но смотрите, текущая ситуация, она чревата тем, что он пробил поддержку, которая у него здесь была достаточно сильная. И теперь вообще по-хорошему он должен хотя бы в моменте сходить на 25 200. Соответственно, если такого движения не происходит, его все равно будут, либо он будет вяло расти, либо будут его пытаться высадить на это значение. Я пока не наблюдаю особого негатива в нем. То есть, если только весь российский рынок не завалится, соответственно, вот это все движение, которое здесь идет, оно связано с тем, что его на 25 200 не довели. Но сейчас здесь произошел разворот, и отсюда весьма вероятно будут пытаться реализовать отскок, цель которого 26 500. Но я бы сейчас его не трогал, я бы посмотрел, как здесь будет развиваться движение. Либо он уходит на 25 200, и тогда уже на 25 200 надо смотреть, какая там структура сделок и что происходит. Либо отсюда ожидать выхода на 26 500, и соответственно отсюда уже как бы, если он закрепляется, здесь возникает консолидация, то вполне вероятно следующее движение будет 27 150. Вот это движение, которое идет в ГМК, оно, я думаю, по большей части связано с тем, что его не довысадили. Должна быть высадка на 25 200. Если этой высадки нет, нет нормального роста. Опять же, приход на 25 200, надо будет посмотреть, что происходит там. Потому что, может быть, действительно какие-то и скрытые факторы, которые мы не до конца понимаем, и его оттуда поведут ниже. Но на текущий момент, я думаю, здесь вот эта вся проторговочка, которая идет, вот это снижение, ну, помимо фона, который сегодня был, это еще связано с тем, что его нужно в донышко стукнуть. Вот Газпром в донышко стукнули, и Газпром после этого готов либо хорошо отскочить, либо донышко пробить и уже идти на 255. С Норильским никелем ситуация немножко другая. Он вышел из одной устойчивой зоны, но до другой устойчивой зоны он не дошел. И поэтому сейчас его лучше не трогать, лучше посмотреть, в каком направлении у него в ближайшие часы или сегодня-завтрашний день сформируется движение. Так, друзья, ну вот еще вопрос по Apple был. Смотрите, здесь по Apple это дневной таймфрейм. Но здесь, я думаю, будет синхронизация с американским хай-теком всем. И на текущий момент, вот как мне видится, вот это восходящее движение, которое пошло, оно скорее всего вот здесь вот сейчас прекратится. И будет коррекционный откат в район 128. Оно не прекратится, если все-таки в силу каких-то причин будет пробой 131,5. Так, но если переходить на часовик, то, соответственно, по Apple должно быть движение, цель которого 129,3. И вот здесь решится его судьба. Если происходит пробитие 129,3, то, соответственно, здесь идет движение, цель которого будет 126,8, вот сюда, вот к этому значению. Если здесь сейчас в ближайшие часы пробоя не будет, или оно будет болтаться, то вполне возможно, что это все превратится в новые накопления и рывок на 135. Но с учетом того, что здесь произошло, здесь и здесь, я думаю, достаточно высока вероятность того, что будет пробой и попытка отката. Друзья, это все основные активы. Спасибо за внимание, успешных торгов, удачи!